После трагической смерти Александра Абдулова в 2008 году жизнь Юлии Мишиной круто изменилась и наполнена сложными переживаниями. Она осталась одна с маленькой дочерью Евгенией, которой тогда не было и года. Первое время Юлия находилась в глубокой депрессии. Это был период сильного душевного и физического истощения. Она даже уехала из Москвы на некоторое время, чтобы сменить обстановку и пережить свою утрату. В городе стало одиноко и тяжело оставаться, ведь каждое напоминание о муже было болезненным. Ее общественный статус и наследие Абдулова тоже добавляли проблем. Началась тяжелая борьба с родственниками покойного за имущество, что стало дополнительным источником стресса. Ей пришлось заплатить родственникам Абдулова крупную сумму, чтобы сохранить дом и квартиру, где она живет до сих пор. Жизнь вдовы и матери стала гораздо более уединенной. Она практически исчезла из светской хроники, неохотно выходила на публику и редко давала интервью. В целом Юлия стала закрытым человеком, тщательно оберегающим личное пространство. Вместо активной общественной жизни она сосредоточилась на бизнес-проектах и воспитании дочери, которая уже выросла и проявляет творческую активность, унаследовав талант отца. Юлия живет в просторной московской квартире на улице Гелеровского и в загородном доме во Внуково, стараясь избежать шума большого города и найти покой. Несмотря на тяжелую утрату, Юлия смогла найти в себе силы идти дальше. Союз с Александром Абдуловым был для нее очень важен, и в течение многих лет она считала себя его женой, не вступая в новые браки и не заводя публичных романов. Однако с недавних лет в ее жизни появился новый мужчина, бизнесмен по имени Александр, значительно старше ее. Это отношения гражданского брака, они живут вместе, но Юлия пока не спешит узаконивать новые отношения, ценя уважение к памяти Абдулова и осторожно строя новые отношения. Новый партнер Юлии Мишиной, появившийся в ее жизни примерно 3 года назад, тоже носит имя Александр. Он солидный и обеспеченный бизнесмен, значительно старше Юлии. По словам друзей и близких пары, отношения развивались постепенно, сначала не предполагая серьезных обязательств, но затем они съехались и живут вместе в гармонии, хотя официально пока не зарегистрировали брак. Юлия занимается домашним хозяйством и не работает, а бизнесмен полностью поддерживает ее. Этот мужчина отличается спокойным характером и зрелостью, что позволило Юлии чувствовать себя рядом с ним уверенно и комфортно. Несмотря на возрастную разницу, их связывает взаимная любовь и уважение. Юлия по-прежнему уделяет много внимания воспитанию дочери Евгении, которая уже делает первые шаги в творческой карьере, и новый партнер поддерживает ее в этом. Юлия с осторожностью относится к общественному вниманию к новым отношениям, но друзья говорят, что она счастлива и нашла после долгих лет одиночества настоящую опору. Сейчас для нее важно сохранить гармонию в семье и быть рядом с близкими людьми, не спеша и не торопясь с официальными формальностями в браке. Юлия признает, что найти такую же любовь, как к Александру, ей будет невероятно сложно, и часто говорит о том, что он навсегда останется ее единственным и неповторимым. В то же время она не закрывается для новой жизни и личного счастья, постепенно открываясь новому опыту и любви. Ее дочь Евгения продолжает вдохновлять мать своей энергией и творческим развитием. Она поступила на режиссерский факультет в ГИКа и активно строит свою карьеру. Таким образом, после смерти великого актера жизнь Юлии Мишиной стала историей глубокого горя, мужества и внутренней трансформации. Она превратилась из молодой женщины в сильную мать и хранительницу памяти супруга, совмещающую увлечения, бизнес и семейные ценности, при этом бережно храня память и любовь к Александру Абдулову. Сегодня Юлия живет в гармонии с прошлым и настоящим, находя баланс между скорбью и надеждой. Как вы думаете, что помогает людям справляться с утратой близких и находить силы для новой жизни и любви?